Мы ждем твою историю, присылай нам, и мы ее нарисуем, опубликуем, и все увидят твою невероятную историю. История, которую я вам сейчас поведаю, произошла со мной год назад. Я прогуливалась по парку и вдруг почувствовала жуткие боли в области легких. Боль была настолько адской, что я не могла терпеть и вызвала себе скорую. В больнице врач сразу же отправил меня на рентген легких. Я безумно переживала, ведь сейчас я могла узнать самые ужасные новости. Кабинет, где делают рентген, находился в подвале. Эту информацию я прочитала на потрепанной схеме больницы, которая висела в коридоре. Там было очень сыро и воняло тухлятиной. «Здесь кто-нибудь есть?» – крикнула я. «А куда мы денемся? Конечно, есть!» – прозвучал в ответ мужской голос, и в этот же момент в кабинет зашел врач. Он попросил пройти меня к рентгеновскому аппарату. Весь прибор был покрыт паутиной, как будто его не использовали уже лет 30. Мне было очень противно. Рентгенолог запустил прибор. Я в этот момент не дышала, и уже спустя пару секунд процедура закончилась. Врач сказал подождать в коридоре, а там было темно, а по полу ползали крысы. Прошло время, и врач вынес мой снимок. Как оказалось, у меня было обычное воспаление легких, как будто камень с плеч упал. Я отнесла снимок дежурному врачу, и он назначил мне процедуры лечения и сказал, что важно лечь в больницу, и я согласилась. Первая ночь в больнице прошла просто невыносимо. Я не могла уснуть от того, что все вокруг кашляли, чихали, храпели. Чтобы хоть как-то уснуть, я пробовала смотреть в одну точку на стене. О таком методе мне рассказывала мама еще в детстве, и я решила попробовать. Минут 5 я смотрела в одну точку на стене и заметила, как в том месте, куда я смотрю, появилось маленькое черное пятно. Я сначала подумала, что в стене какие-то проблемы, но на утро пятно исчезло. Я сочла это за галлюцинацию, но каждую ночь пятно продолжало появляться и с каждым разом становилось все больше и больше. Спустя неделю мне казалось, что пятно уже было в размерах с половину палаты, и тогда мои нервы не выдержали. Я с криками побежала к главному врачу в надежде, что он переведет меня в другое помещение, и, добежав до его кабинета, я вспомнила, что на ночь врачи уходят домой. Ко мне подошел один из дежурных и сказал, чтобы я возвращалась в свою палату, но по пути назад меня ждал жуткий кошмар. Я видела черное пятно везде, на стенах, на мебели и даже на полу, и в один момент я увидела в конце коридора рентгенолога. Он смотрел на меня своим хитрым взглядом и показывал на пальцах число 3, а потом просто испарился. Не знаю, что мной руководило в тот момент, но я не знала, куда мне бежать, и в панике выпрыгнула в окно. Благодаря тому, что я находилась на 2-м этаже и по счастливой случайности упала прямо на ветки дерева, переломов и каких-то серьезных травм удалось избежать. От звука разбитого стекла и от моих криков все в больнице проснулись, и за мной выбежали несколько дежурных врачей. На утро мне прислали психиатра. Все подумали, что я хотела покончить с собой. Было ясно, если я начну рассказывать ему про пятно, он решит, что я сумасшедшая. Но врать не хотелось. Я все рассказала, и его лицо сразу же приобрело испуганный вид. Он выбежал из кабинета, а через 5 минут вернулся, но уже вместе с моим врачом. Они назначили мне повторный рентген, но уже под их личным контролем. Я не очень понимала, куда они меня вели. Странно, но мы прошли подвал. То место, куда меня вели, выглядело безупречно. Все такое новое, в том числе ремонт. «Первый снимок ты делала здесь?» – спросил меня доктор. Я ответила, что нет, и показала ему на подвал. Тогда врачи очень испуганно переглядывались между собой.
Тот рентген-кабинет, в котором я первый раз делала снимок, уже больше 20 лет закрыт. Хоть персонал закрывает подвал на несколько замков, каждый раз попадаются люди, которые каким-то образом заходят туда, и им делают снимок. Все рассказывают, что видели одного и того же рентгенолога. Он отчетливо оставил след в истории больницы, как врач, который передал свое дело. Он ставил людям неверные диагнозы. Их лечили не от тех болезней, и по итогу они все погибали в муках. Говорят, что этим рентгенологом овладело что-то демоническое, и в конце концов он повесился в том самом подвале. Теперь его призрак приманивает людей, отпирает дверь в подвал и ставит им ложные диагнозы. Мое тело покрылось холодным потом. Но самое ужасное было еще впереди. Мой врач показал мне снимок и сказал то, от чего я потеряла сознание. Это был рак. Через 20 минут они смогли вернуть меня в нормальное состояние, но я не могла сдержать слезы. Болезнь уже на 4-й стадии, и лечение практически невозможно. И пятна, которые я видела, это предвестники болезни. Чем больше пятно, тем ближе был рак. Через месяц подвал застроили. На том месте, где находилась лестница, теперь была стена, а все оборудование выкинули. Надеюсь, я была последней, кто стал жертвой этого доктора, а врачи дали мне еще всего 3 месяца. И я понимала, что если бы я проверилась намного раньше, то, скорее всего, болезни можно было бы избежать. Берегите себя.